Поездки WWE в Саудовскую Аравию уже успели снискать у фанатов дурную славу благодаря политическим конфликтам, статусу женщин, проблемам с возвращением в США, а главное, в связи с необходимостью перекраивать сюжеты ради однодневного развлечения богатых спонсоров и несобранной работы самих исполнителей в непривычном часовом поясе и слишком жарком климате. Когда на сей раз был назначен матч Изверга против Голдберга за чемпионство Вселенной, сразу стало понятно, что нас вновь ожидает представление для тех, чьи вкусы весьма специфичны. Без еще одного внезапно появившегося на пустом месте трофея также не обошлось. А теперь обо всем поподробнее. Бонжур, дамы и господа, с вами Unfox Given. Поехали! На кик-оффе мы увидели небольшое интервью у AJ Стайлза, а также промо Пола Хеймана и Миза с Джоном Моррисоном, на протяжении которых можно отметить один забавный момент, когда Моррисон пожелал премию MTV за лучшее возвращение года, намекая на воссоединение их команды. После этого состоялась схватка 2 на 2 The Viking Raiders и OC. На протяжении попеременного доминирования заметнее были Люк Гэллоус и Айвор. Последний без особых проблем расправлялся сразу с двумя оппонентами, благодаря необычайной для своих габаритов ловкости. В завершении Айвор провел мунсолт с третьего каната, но промахнулся, угодив в Magic Killer. Победу одержали OC спустя неполные 10 минут в стандартном поединке уровня еженедельника, достойном 2 звезд с четвертью. Основное шоу началось с гонтлет-матча. Первыми выходят R-Truth, исполняя привычную заводную песенку, и Бобби Лэшли, закутанный в золотистое одеяние Ланой, который сразу удаляется за кулисы. R-Truth периодически прибегал к попыткам проведения 5 приемов смерти кумира своего детства Джона Сины, но всемогущий уверенно их пресекал. Неудачная попытка гарпуна от Лэшли заканчивается вылетом головой в тёрнбакл и удержанием до 3 спустя 4,5 минуты. Бобби оказался этим явно недоволен, напал на оппонента и все-таки провел гарпун. Уже порядком измученный рэпер был не в силах оказать сопротивление вышедшему Андраде. И вдруг мексиканец промахивается ударом коленом в прыжке и вылетает за пределы ринга. R-Truth'у удается провести летящий штопор. Удар локтем с разворота от Андраде заканчивается тем, что, держась за голову, падают оба. Вновь успешное удержание от R-Truth'а спустя 5 минут. Что произошло и какого рода ущерб мог получить Андраде, не видно даже на повторе. Остается догадываться, что это было столкновение головами. С Эриком Роуэном все оказалось еще проще. Немного побросав R-Truth'а, он получил отпор в виде прыжка через третий канат, запустил соперника в стальные ступеньки, после чего с них упала его клетка. Разозленный великан врезал несчастными ступеньками и заработал дисквалификацию за 2,5 минуты. Под громкие овации публики выходит AJ Styles. Пародировать беспомощного R-Truth'а ему быстро надоело. Запер он его в Calf Crusher и заставил сдаться за 2,5 минуты, проведенные на ринге. За кулисами Андерсон и Гэллоус напали на Мистерио, который должен был войти в матч последним.
И пока дело шло к победе феноменального, его соратников атаковал Гробовщик. После 4-минутного выхода мертвец провел Стайлзу чоук-слэм, не торопясь удержал оного до 3 и стал обладателем трофея Туайк, так и оставив его стоять возле ринга. Ничего не напоминает? В перерывах между составляющими гонтлет-матчей в WWE не звучит гонг, а значит, оценивать их можно как единое целое. Скучнейшее, однообразное и невразумительное зрелище, каждый следующий раунд которого становился все чудесатее и странноватее предыдущего, удостаивается половина звезды. За кулисами участники нового дня пообещали показать, почему они семикратные командные чемпионы. Что из этого выйдет, узнаем прямо сейчас. За командное чемпионство в SmackDown поборются Миз и Джон Моррисон. Претенденты завладели инициативой после того, как Биг И принял Биг Бут от Миза и штопор-планчу от Моррисона. Кингстон получил горячий тег и попытался принести победу команде после раннин-футстомпа, бум-дропа и футстомпа судного дня вместе с партнером. Удержание до 2. Моррисон вышел на старший Пейн, но мимо цели. Удержание после полуночного часа прерывает Миз. Полет спиной вперед от Кингстона. О боже! Миз уклоняется, а кофе шлепается на пол. Скал крашен в финале от Миза, но Биг И вырывается на счет 2. Одолеть многократных командных чемпионов помог удар стулом в живот втихаря, после которого Миз успешно свернул Кингстона в 13-минутном солидном поединке, за исключением грязной концовки, с несколькими очень острыми моментами. Выбор победителей считаю правильным. 2 звезды и 3/4. За кулисами Сет Роллинс заявляет, что отстоять командное чемпионство Ро и ликвидировать угрозу уличной наживы им с Мёрфи предназначено судьбой. Похоже, мексиканским кузенам не хватило прошлого выпуска Ро, и на очереди вновь их матч. Карио забежал на 3-й канат и провел забоченный кроссбади с поворотом, едва задев соперника головой. Но позже исправился. После блестящего суицид-дайва Гарза чуть не вылетает за ограждение, прямиком на колени шейхом. Следующий кроссбади от Умберто Энджел встретил мощным дропкиком. Во время дестройера что-то пошло не совсем гладко, и Гарза вытирает кровь около ноздри. Во время обоюдных попыток удержания верх берет Гарза, вновь удержав кузена спустя 9 минут. Поединок разочаровал и часто проседающим темпом, и не всегда эффектно исполненными приемами, и некоторой незавершенностью. Их матч на Ро был значительно лучше. 2 звезды. Байрон Секстон напоминает Бейли, что она станет первой в истории женщиной, защищающей титул в Саудовской Аравии. Бейли отвечает, что творит историю на протяжении всей карьеры, и, побив Наоми сегодня, докажет, что является самой доминирующей женской чемпионкой в истории Смэкдауна. А пока у нас еще один матч за командные титулы, теперь красного бренда. Монтес Форд недолго противостоял обоим хилам, ударившись о комментаторский стол после падения Сапрона. Falcon Arrow и комбо бакл-бомбы с киком от хилов приводили к удержаниям до 2. Доукинс получает тег и уже неплохие шансы наживы на победу после Sliced Bread с разбегом об партнера. И фрог-сплэша.
от Форда. Оба удержания прерваны Мерфи, и после столкновения с Доукинсом австралиец летит к комментаторам. Двойная родословная от хилов не проходит. Проходит двойное ДДТ от наживы. Форд проводит сомерсолт планчу, но сектанты его ловят и бросают в ограждение. Доукинсу не удается справиться с двумя соперниками. Кёрб-стомп на опрон, успешное удержание от Мерфи, и это титульная защита. Стандартный матч на 10,5 минут под привычную слабую реакцию зрителей удостаивается 2,5 звезд. Не слишком получилось оживить публику и Мансуру, вышедшему на ринг в родном городе. Наверное, потому что все остальное время он это делает реже, чем Леснер. До начала очень активно рвался в бой сопровождающий Зиглера Бобби Рут, за что рефери его прогнал. Матч не самый интересный. Где-то даже слышно скандирование «Let's go, Зиглер». Красивый некбрейкер через третий канат от Мансура, модифицированный пауэрслэм, удержание до 2. Дольф сбрасывает саудита с третьего каната и проводит зигзаг. Но кто же не вырывался после зигзага? Обратный слайс-бред с переворотом в ДДТ от Мансура. Мунсолт с опасным приземлением коленями. И это победа спустя 9 с небольшим минут. Не идет ни в какое сравнение с прошлогодним матчем против Сезара. 2 звезды. После матча Мансур говорит, что зрители дали ему надежду на то, что WWE готова к первой суперзвезде из Саудовской Аравии. И сегодня он это доказал. Конкретно сегодня доказал не так уверенно, как доказывал ранее. Матч за мировой титул. Леснера зрители видеть рады, а Рикошету приписывают абсолютно фантастический для его габаритов вес в 207 фунтов. Are you serious, bro? А Леснер сбивает Рикошета с ног, проводит вертикальный суплекс, добавляет 3 немецких суплекса, F5, звучит финальный гонг. Они готовили Рикошета к этому матчу до Роял Рамбла, на Роял Рамбле, после Роял Рамбла, ради поражения в 1,5-минутном сквоше. У меня все больше желания прекратить просмотр. Неужели сейчас будет последний матч фьюда Бэрона Корбина и Романа Рейнса, продолжающегося уже очень много месяцев? Поединки в стальной клетке редко бывают увлекательными, но этот оказался настоящим стыдом. Почти 13 минут скучнейшей возни прерывались попытками Корбина открыть дверь, ранее запертую Рейнсом, при помощи цепи и замка. После Deep Six и Спайнбастера. После чоукслэма Корбин готовился к проведению Супермен-панча с фирменными жестами Романа, но сам отхватил Супермен-панч. Долгий обмен панчами на вершине конструкции заканчивается тем, что Корбин падает на канат, принимает еще 2 Супермен-панча и еще один кулаком, обмотанным цепью. Гарпун так и не состоялся, потому что сегодня будет Голдберг. Ожидаемая победа Рейнса в унылом матче, который тяжело смотреть без перемоток. На 1 звезду с четвертью. Вот мы подошли к обещанному первому женскому матчу за титул в истории рестлинга в Саудовской Аравии. И как можно заметить, девушки выглядят симпатичнее, чем Лейси Эванс и Наталья, выступавшие в прошлом году в чем-то похожем на мешки. Наоми задает жару, приземляясь на чемпионку шпагатом и лэгдропом, выбросив соперницу за ринг хурикан-раной и добавив штопор планчу. После доминирования Бейли
претендентка вновь включается в борьбу, завершая серию приемов инзигири с канатов и еще один, вероятно, забоченный прыжок с третьего каната, врезаясь Бейли плечом в живот. Во время следующей комбинации чемпионка неожиданно отвечает Белли ту Бейли. Удержание до 2. В завершении Наоми удается выйти на сплит-леггед мунсолт, но мимо. И тут мы понимаем, почему девушки не выступают в футболках обычно. Бейли обвязывает ногу Наоми футболкой и завоевывает победу спустя 11,5 минут после роузплента. Наоми по-прежнему не слишком сильна в эмоциональном плане. Акробатика ради акробатики. Бейли по-прежнему не выделяется на ринге в амплуа хила. Для женского дивизиона матч неплохой, а в целом проходной. 2 звезды с четвертью. На стадионе слышны скандирования «Голдберг», а значит, пришло время мейн-ивента. Гарпун! Изверг фиксирует Mandible Claw. Hall of Famer выдерживает, проводя еще 3 гарпуна, лицезреть которые зрителям должно быть нелегко. Изверг вырывается из удержания на счет 2 и вновь фиксирует Mandible Claw. Голдбергу все нипочем. Хэдбат, несколько ударов коленом, затяжная подготовка к джекхаммеру, с огромнейшим трудом, едва не уронив соперника, как во время предыдущего вылета в Саудовскую Аравию, ветерану удается его провести. 1, 2, 3. У нас новый чемпион вселенной. 10 месяцев карьеры. Гиммик, который многие зрители назовут лучшим по итогам прошлого года. Бессмертие на ринге. Что же дальше? Поражение в невероятном, продолжительном, жестоком матче, победителя которого по праву можно будет назвать лицом компании на длительный срок. Нет. 53-летний мужик на контракте легенды подумал, что есть один изверг, и он следующий. И менее чем за 3 минуты решил вопрос, чуть не рассыпавшись даже за такой отрезок времени. И знаете что? На этом веселье не закончилось, потому что не прошло и полминуты, как изверг уже стоял на ногах в полной боевой готовности. Свет погас. Злодей исчез. Как и надежды на то, что у компании появились четкие планы по созданию сияющих на ночном небе новых звезд. Ибо данное мероприятие, иначе как отрыжкой в мире рестлинга современности, не назовешь. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях и помните, когда вам станет грустно, на помощь придет рестлинг. Чао!